Маша Рябинина представляет. 911, что у вас произошло? Алло, здравствуйте. Мне кажется, что меня кто-то преследует. Вы видите, кто вас преследует? Мужчина или женщина? Я стараюсь в лишний раз на него не смотреть, но думаю, это определенно мужчина. Привет, друзья! Рабство. Миллионы мужчин и женщин по всему миру сталкиваются с этим так или иначе. Кого-то удается вытащить и найти в течение 2 недель, а кого-то находят, но уже слишком поздно, или не находят никогда вовсе. Интернет пропагандирует ценности роскошной жизни за рубежом, что уехать в другую страну и сразу все проблемы решатся. Всего лишь красивая сказка, в которую, к сожалению, многие люди продолжают слепо верить. Но зачастую люди переезжают в другую страну, где сталкиваются с тем, что они втягиваются в сомнительную смертоносную игру на выживание, где каждый день на счету. По приезду у людей отбирают паспорта, и кого-то отправляют на обязательные работы, а женщин в секс-рабство, из которого выбраться крайне сложно, если вообще это возможно. Я предлагаю вам окунуться в темную сторону общения в интернете, и как порой странные знакомства могут с вами сыграть злую шутку. Кроме этого, разберем поучительные истории реальных людей, которые попали в паутину рабства и как им удалось выбраться из нее. Также поговорим о похищении людей. В конце видео вас ждет реальный социальный эксперимент, где я притворюсь девушкой с личными проблемами и сильным желанием уехать из своей страны. Вместе с вами в прямом эфире будем ловить на живца, своего рода как интернет-рыбалка. Почувствуем себя в ролике спецагентом под прикрытием на секретном задании. Аккаунт для этого, так сказать, научного эксперимента предоставил мне один из моих зрителей, за что ему большое спасибо. Дисклеймер. Все, что будет показано и рассказано в этом ролике, исключительно с целью ознакомления и вашей безопасности. Автор ничего не пропагандирует, а лишь предупреждает об опасности, с которой может столкнуться каждый из нас. Будет очень интересно, такого вам точно не покажут по телевизору. С вами, как всегда, Мария Рябинина. Приятного просмотра. Я бы хотела начать свое повествование с истории Наташи Кампош из Австрии, которых целых 8 лет прожила в рабстве мужчины и его импровизированном подвале. Когда ей все же удалось освободить, сам мужчина покончил с собой. Девушка поначалу держалась долгое время в тени, а потом все же решила дать большое интервью в одном телешоу, где все рассказала в мельчайших подробностях. Поговаривали, что Наташа согласилась участвовать в нем только после того, как ей передали немалый гонорар на руки в размере 100 тысяч евро. Так оно было и нет, остается загадкой. Наташа сказала на самом интервью: «Я счастлива, что могу видеть свою родную сестру и маму. Я до сих пор хорошо помню детали того злочастного дня. Я хотела найти маленькую подработку в тот день, чтобы купить себе подарок. И на сайте по поиску работы я списалась с мужчиной, который предлагал несложную работу на день. Мы договорились с ним о встрече, а после этого выбрали место, где мы встретимся. Мы с ним встретились, выпили чашку кофе, все детали предстоящей работы обсудили. Кстати, он оплатил счет, и он сказал, что подвезет меня на своем белом фургоне прямо до дома. Но все пошло иначе. Он поехал в совсем другом направлении, заблокировал двери автомобиля и забрал мой мобильный телефон. Позже одна свидетельница сообщила, что видела, как девочка садилась в некий белый микроавтобус. И это стало единственной ниточкой для следствия. Девочку искали по всей стране и даже в соседней Венгрии. Прочесывали сетями реки, задействовали дайверов и инфракрасные камеры, но ничего не нашли. Наташу уже считали мертвой, а она все это время была совсем рядом. Со слов Наташи, когда он привел меня в подвал, я пыталась кричать, чтобы привлечь внимание соседей, однако никто меня не слышал. Он постоянно говорил, что если я попытаюсь это сделать, то сперва он убьет соседей, потом меня, а затем себя. Но я дала себе обещание, что когда я вырасту и стану сильнее, то обязательно сбегу. Мужчина готовился к этому преступлению задолго до событий. Он купил микроавтобус, вырыл яму под гаражом размером 2 на 3 метра, и это была подземная комната с туалетом, душем, телевизором и даже кондиционером. Дверь бронированная под потолком, даже есть камеры видеонаблюдения для фиксации происходящего. Вход туда был настолько мал, что полицейским, обнаружившим это потайное убежище, пришлось согнуться, чтобы пролезть через люк. Поразительный факт, но сам мужчина входил в число 700 подозреваемых в похищении как владелец белого фургона. К нему дважды приходили с обыском, но ничего так и не нашли. К тому же у него внезапно обнаружилось железно-бетонное алиби. Все соседи в голос утверждали, что он якобы гей. А раз так посчитали в полиции, то к похищению девочки отношения иметь не мог. Странная, конечно, логика, ребят. Соседи сказали, что мужчина гей, и это автоматически означает, что он никак не мог похитить девочку. А что, так можно было, что ли? Да уж, с таким подходом удивительно, как вообще на него вышли и нашли это самое убежище. Но никто, как оказывается, толком и не был знаком с этим человеком напрямую. Он казался всем вежливым, но совершенно замкнутым в себе. Ни о чем не догадывалась даже его мать. Лишь один из соседей пару раз слышал женский голос на его участке, но подумал, что это просто одна из клиенток электрика. Поначалу мужчина запрещал Наташе выходить из подвала. Еду приносил сам, свет выключал и включал по собственному усмотрению.
усмотрению. Иногда мог вырубить его на 2-3 дня. Только через полгода похититель позволил Наташе первый раз подняться в дом, чтобы принять полноценную ванну. А через 2 года установил в бункере телевизор, разрешил смотреть новости и читать новостные блоки газет, которые тут приносил. Наташа Кампуш еще поведала в интервью: «Если бы не эта привилегия видеть телевизора и связь с внешним миром, я бы, наверное, сошла уже с ума. На меня вскоре стали накатываться приступы клаустрофобии. От страха я била об стену бутылки из-под минеральной воды и колотила по ним кулаками со всей силы». Спустя некоторое время похититель стал менее бдительным и начал отмечать с Наташей ее дни рождения, Рождество и Пасху. Помимо прочего, делать подарки и изредка брать ее с собой на прогулки по району. Но люди даже не догадывались, что я пленница, и меня держали против моей воли. Они видели, как этот человек выводил меня гулять как щенка, и никто даже не поинтересовался, как я попала в этот дом, добавила Наташа. Но все же она сумела благополучно сбежать. Это случилось 23 августа, спустя 3097 дней пребывания в подвале. В то утро Наташа пылесосила его машину, и тут у мужчины внезапно зазвонил мобильный телефон. Ему пришлось выйти из гаража на улицу, чтобы шум не мешал ему говорить. Девушка впервые за долгие годы осталась одна без присмотра. Она немедленно воспользовалась своим шансом и рванула прямо к соседям. Когда в окно одного из частных домов в деревне Штрасхоф постучала незнакомка, на которой было платье и домашние тапочки, хозяева очень удивились. Офицер Сабина Фройденберг сначала не поверила, сколько сумасшедших приходило к ней за 8 лет, выдавая себя за Наташу Кампуш, но на вопросы эта девушка отвечала четко, да и по возрасту вроде бы подходила, на вид лет 18. Окончательное сомнение развило только тест ДНК. Это действительно была Наташа Кампуш. Увидев своего отца, которого вызвали полицейские, Наташа первым делом прокричала: «Папа, а моя игрушечная машинка все еще цела?» Папа сразу понял, что это его дочь, и эту самую машинку он ей подарил на ее день рождения 8 лет назад. А позже был найден и сам похититель, точнее останки его трупа. Похититель, как только понял, что Наташа сбежала из его гаража и все рассказала полиции, мужчина бросился под колеса ночного экспресса в Вене. В кармане его брюк нашли ключи от подвала. Говорят, свидетели, когда Наташа узнала о смерти мужчины, тихо расплакалась. Да и сейчас на вопросы об их взаимоотношениях отвечает с уклоном и старается поскорее закрыть эту неприятную тему для нее. Девушка еще добавила в интервью свою защиту: «Он уже ничего не скажет, а жаловаться на мертвого человека мне было бы не по душе. У меня был выбор: либо быть одной, либо в его компании. Ни один из вариантов мне не нравился. Но я о нем часто плохо думала. Иногда мне снилось, что если бы у меня был бы топор, я бы ему отрубила голову им же». На текущий момент времени Наташа занимается благотворительной деятельностью, пишет свои авторские книги и занимается разведением декоративных кактусов, которые затем распродает. Кроме этого, пыталась вести свое ток-шоу, но как-то не сложилось, и в эфир вышло всего 3 выпуска. Позже ее шоу было закрыто. У Наташи, кстати, серьезные проблемы с психикой. Вы представьте, хотя и сложно, чтобы вы попали в такую неприятную ситуацию. У меня лично, когда я 2 дня, бывает, из дома не выхожу, уже начинает крыша потихоньку ехать. А тут 8 лет подросток провел в подвале. Кроме этого, у нее утратилась способность нормально говорить, и навык коммуникации с людьми очень сильно просел за это продолжительное время, что она прибыла в заложниках. Психологи, которые неоднократно осматривали, сошлись на едином мнении, что это моральное повреждение останется с ней на всю жизнь. Ущерб, нанесенный для ментального здоровья, оказался слишком большой. Она хоть и выросла, но испытала сильнейший стресс для душевного состояния и необратимые моральные повреждения в детстве, что и привело к тому, что у нее сейчас проблемы со здоровьем. Вы, наверное, озадачены, что она столько времени провела в рабстве и ни разу даже не пыталась бежать. Но, во-первых, мы не можем все знать наверняка, что там и как было на самом деле. А во-вторых, она была еще ребенком на момент похищения и мало что могла сделать. Наташа попала под сильное влияние и зависимость от своего похитителя. Кроме этого, у нее сначала была стадия отрицания и только потом принятия. В клинической психологии есть один термин – ревматическая связь. Взаимную или одностороннюю симпатию, возникающую между жертвой и агрессором в процессе захвата, похищения и применения угрозы или насилия. Стокгольмский синдром, который может объяснить странное поведение девушки и могли бы дать понять нам, почему она так долго жила в рабстве, даже расплакалась, когда узнала о смерти мужчины. Со временем у нее появилась симпатия к своему похитителю, и она привязалась к нему. Это и отличается от обычных преступлений, что жертвы чаще всего защищают своих обидчиков на суде. Тем самым бывали случаи, когда преступников элиминировали
элементарно оправдывали и вскоре отпускали на свободу. Да, это полнейший абсурд, я прекрасно знаю, но со временем вы в теории кому угодно можете привязаться, даже если этот человек, мягко говоря, ваш обидчик. Наташа, видимо, попала в эту ловушку, и своих эмоций и чувств не отменяют того факта, что у девушки, возможно, были плохие отношения со своим родным отцом, и она нашла утешение в своем похитителе. Это одна из историй, которая получила хорошую концовку. Девушке еще очень повезло, что это все происходило в ее родной стране. Намного хуже, когда вы оказываетесь за границей, у вас нет паспорта и нет денег на существование, и вы вынуждены быть в рабстве у людей, которые даже могут вас отпустить, но вы не сможете вернуться, ибо ваши документы у них. И даже не сможете доказать, что вы это вы. И если пойдете в полицию, возможно даже такой исход событий, что вас просто арестуют, и вы попадете в местную тюрьму. И вашим родным придется заплатить немалый залог за ваше освобождение. И хорошо, если окажется, что тюрьма, в которую вы попали, подчиняется законодательству страны, а иначе вы не сможете выбраться оттуда даже за залог. Это крайне патовая и неприятная ситуация, в которой многие люди оказываются ежегодно. Все, что мы видим в новостях, это лишь верхушка одного айсберга, что лежит на поверхности. Если копать еще глубже, можно ужаснуться от масштаба проблемы, и конкретно ее решения не существует. Просто-напросто потому, что вам никто не даст никаких гарантий, что вы куда-то поедете, что вас там не будет ждать неприятный сюрприз. Даже самая обычная командировка в другую страну по хорошей работе может стать всего лишь неплохим предлогом, чтобы заманить вас. Например, россиянки каждый год покидают свою страну и ищут себе богатого принца на белом коне на Ближнем Востоке, потому что здесь они разочарованы в местных мужчинах, или потому что они насмотрелись всяких разных сопливых мелодрам и сериалов и думают, что в жизни так же, как в кино. Увы и ах, но суровая реальность всегда отличается от наших привычных представлений. Девушки списываются заранее со своими собеседниками, у них на эмоции все логичные функции включаются, и легко поверить в любую сказку. Зачастую им даже билет покупают похитители в два конца. Но только билет, который обратно резко отменяют. По прибытии у нее могут отобрать телефон, личные вещи, документы и так далее. Кому-то везет больше, ему удается покинуть страну сразу же, а другие же оказываются в ловушке. Секс, рабство, бордели, проституция, продажа наркотиков и много чего еще нелегального. Я бы не хотела брать одну страну в качестве примера, это возможно где угодно. Везде есть криминал, просто где-то в меньшей степени, где-то в большей. Есть примеры, и их немало, что женщины даже рожали детей своим похитителям и оставались в рабстве на всю жизнь. Им приходилось терпеть к себе ужасные отношения и многочисленное насилие. Доходило вплоть до убийства. Они, может, и рады бы уехать, но, увы, это тяжело, и не всегда это вообще возможно. Тут есть определенное везение, и то все карты сошлись, чтобы выбраться на свободу и покинуть страну пребывания и поехать к себе домой обратно. Тем, кому все же удавалось выбраться из многолетнего рабства, у них у всех наблюдаются серьезные нарушения с психикой. Многие из них даже разучились читать, писать, трудности с разговором с родственниками. И без посторонней помощи уже ничего не смогут сделать даже самые элементарные действия. Таким людям крайне сложно обратно интегрироваться в обществе и приспособиться к нормальной жизни. Большинству людям необходимы многолетние процедуры по восстановлению и общению с психологами. Не всем помогают, к сожалению, но большинство людей, которые все же смогли преодолеть себя и смогли вернуться к нормальной повседневной жизни. Эксперимент. Сейчас я бы хотела провести свой научный наглядный эксперимент. Я попробую найти человека в интернете, который заманивает людей. Я потратила на поиск порядка месяца, и мне удалось лишь одного найти, который я могу сказать с уверенностью на 99%, что это именно наш клиент. Но сначала немного предыстории, веду вас в курс дела. Как-то раз мы разговорились с одним из моих подписчиков и подумали, что это было бы интересно такое провернуть. И он мне любезно согласился помочь и дал свою левую страничку ВКонтакте. Но была одна проблема, на чем мне заходить на эту страничку, поскольку эксперимент реально опасный и неизвестно, чем это дело все могло закончиться для меня. И чтобы никого не подставлять, я решила сбросить свой старый MacBook до заводских настроек и скачать Tor-браузер с подменными данными своего устройства, ну и, конечно же, VPN. И максимально старалась сделать правдоподобную страничку, указывала левые данные, понадобляла разных рандомных фото, видеоконтент, статус, и все это доделала на протяжении всего месяца, чтобы не вызывать подозрений. Вступила в разные паблики по готовке и прочим вещам. По моей легенде, я девушка-неформалка, которая любит вкусно готовить. Устала от жизни и хочу кардинально ее поменять. У меня проблемы в семье и так далее. Чтобы дать понять собеседнику, что ко мне легко войти в доверие и манипулировать мной. Вторым этапом было найти человека, и тут стала еще одна серьезная проблема. Где его, собственно, мне искать? Я сначала пробовала паблики по знакомствам, но я потерпела фиаско.
Кроме извращенцев и людей, желающих меня трахнуть, мне ничего не удалось найти интересного. Я устроила настоящий головной штурм. И меня осенило, а что если поискать работу за границей? Я вступила во все тематические группы, но ждать было наивно с моей стороны. Тогда я подумала, может закинуть несколько объявлений в них. На самом объявлении по подбору работы я указала основные из моих умений по легенде: готовка и уборка. Ждала я около недели и думала сворачивать свой гениальный эксперимент, и мне приходит сообщение, первое за долгое время. Человек интересовался, ищу я еще работу и актуально ли это вообще. Мы с ним разговорились и стали слово за слово общаться. День спустя нашего общения он попросил видеовизитку мне. И я такая, ой, бля. Пока я думала, где ее раздобыть, он написал, ладно, она не понадобится. Еще неделю спустя общения он назвал мне сумму в размере, если вы сейчас стоите, сядьте, пожалуйста, $1000 в день. Можете посчитать по нашему текущему курсу, сколько это выходит в рублях. Питание и проживание он обязует взять на себя. Я уже на этом этапе все поняла, что это чистая приманка, чтобы я повелась наивная девушка и согласилась. А потом бы осталась без документов и так далее. Кстати говоря, он уже был готов взять билет туда, но тут я слилась и удалила страницу. Уже эксперимент начал заходить слишком далеко. Механизм, я думаю, вам более чем понятен. В ходе нашего с ним общения он много расспрашивал меня про семью и отношения с ними, что странно, нафига ему это знать. И еще более странно, что он заходил довольно редко на страницу и писал на английском, живя в Турции, если верить его данным на странице. Вы когда-нибудь видели, чтобы уборщик зарабатывал в день от $1000, при этом вам оплатят билет и проживание и еду? Не, ну по-любому, наверное, есть уборщики, которые столько и зарабатывают. Некоторый премиум сегмент, и то под сомнением. Но тут не этот случай абсолютно. Он даже меня не знает и не видел ни разу в жизни. Такие цены называют. Жесть, короче. На мой скромный взгляд, очень охуительные условия работы, чтобы это все оказалось правдой. Кстати, мой собеседник сказочный, тупой. Его даже не смутило то, что я постоянно онлайн с компьютера, блин. Я его даже не включала, чтобы не пропустить новые сообщения от него. После удаления я не заходила больше на эту страницу. Человек, который мне дал эту страницу, сказал, потом зайдет после выхода этого ролика и скажет мне, если тот вдруг что-то напишет. Но, конечно, я могла бы этот эксперимент провести еще дальше, до логического конца. Но, ребят, реально стало страшно. Он еще так писал довольно грубо, будто я ему $1 000 000 задолжала. И странно, что постоянно спрашивал про родных и какие у меня с ними отношения. Но людей много. Кто-нибудь поведется на такие привлекательные условия работы. Даже пусть представит, сколько людей согласились на такой сомнительный заработок в другой стране. И без малейших раздумий поехали. Никакого трудового договора он мне не показывал. Даже ни слова о нем не сказал. Кроме того, я даже не знаю, что мне необходимо делать по приезду и насколько это будет безопасно лично для меня. Конечно, у меня нет никаких надуманных иллюзий, что мое видео это всего лишь капля в океане информационного шума. И оно не сможет на что-то повлиять. Но все же я его сняла не для того, чтобы потешать свое самолюбие или ради контента. Проблема реально очень острая. И я хочу, чтобы вы отнеслись максимально серьезно и через призму этого видео обратили внимание на тему рабства и насколько она губительна. У меня знакомый, когда работал в полиции, он рассказывал, сколько нераскрытых дел в архив отправляется из-за того, что людей не удалось найти по тем или иным причинам. Среди этих всех фамилий есть еще даты рождения, и многие из этих людей еще дети, которым даже нет 18 лет. На момент исчезновения их дальнейшая судьба остается неизвестна по сей день. Помимо этого, он мне рассказывал сам процесс работы, что на поиск человека уходит неделя, как правило. Если не удается ничего найти, дело меняет свой статус и отправляется в архив до новых подробностей. Более того, если похищение предположительно произошло в другой стране, полиции надо подготовить письмо и с помощью Интерпола и других спецслужб попытаться найти человека. Если ничего не помогает, тогда отправляются агенты на поиски, возможно, выкуп человека. Но это только на тот случай, если похитители сами вышли на связь с родственниками. Особо тяжелый случай агентам предстоит внедрение в различные криминальные группировки в другой стране, что тоже сам процесс технически сложный и нужно уйма времени, чтобы разработать план действий и все тщательно продумать, прежде чем вытаскивать человека с рабства. Рабство и похищение, увы, это бизнес, и для этих людей особо не существует никаких рамок закона и нормы общественного мнения. Им на это все плевать, их интересует только заработок и деньги, и эксплуатация человека без его согласия.
Если бы существовала волшебная кнопочка, чтобы прямо сейчас это закончить, можете быть уверенными. Я бы не упустила возможность и нажала бы на нее. Но вы, я всего лишь девочка Маша из видео, и я ни на что не могу повлиять. Кроме этого видео ничего больше сделать не могу для улучшения ситуации. Мне правда не все равно на это, и каждый раз меня сильно расстраивает, когда я вижу на столбах в своем городе ярким текстом листовки «Пропал ребенок». Представить невозможно, каково его родителям. И сделать ничего больше не могу, как только пройти мимо этой фотографии и листовки. У меня не хватит физических сил, чтобы рассказать обо всех случаях пропажи людей. Но мне бы очень хотелось внести свою лепту, донести до своих зрителей еще одну глобальную проблему современного рабства и похищения людей в наше время. Берегите себя и своих родных. С вами была Мария. Скоро увидимся, друзья. Мы с вами в более позитивных видео. Не прощаемся. Пока. Автор идеи Мария Рябинина.